Привет, друзья! Сегодня подборка полезных советов и хитростей на все случаи жизни. Бывает такое, надо покрасить заготовку, детальку, подвешивать ее некуда, но есть верстак. Чтобы верстак не замарать, можно, конечно, подложить фанерку, старую, ненужную, но тогда окрасить деталь мы сможем только с 3 сторон, ведь на 4 будет лежать заготовка. Поэтому есть простой и полезный совет. Возьму пару брусочков и кину на стол, сверху закину кусок фанеры и расположу деталь. Далее беру шуруповерт и саморезы и вкручиваю пару штук. Далее беру и переворачиваю кусок фанерки. И у нас торчат саморезы, на которые мы можем уложить заготовку для будущей покраски. Сначала покрываем краской с одной стороны, далее выставляем на опоры и покрываем со всех сторон. По итогу деталь полностью покрашена и может спокойно лежать и подсыхать. Следующий совет простой и интересный. Если будете работать на сварочном столе с длинной профтрубой и нанеся разметку и уже готовы отрезать болгаркой заготовки, есть хитрый простой совет. Я пользуюсь магнитными уголками для сварки, которые кидаю на стол, а сверху укладываю заготовки. Прижим настолько хорош, что даже стол качается, и труба никуда не прыгает и не уходит. Можно спокойно обрабатывать профильную трубу и сразу резать на несколько частей. Удобно, практично и гениально. Для следующей идеи возьмем кусочек фанеры и зажмем в тиски. Беру шуруповерт и ставлю коронку по дереву. Шурик, кстати, интересный. Есть интерфейс QuickSnap, 2 режима работы с ударом и без. В комплекте есть дополнительные насадки, эксцентриковая и угловая. Можно подлезть и закрутить в самые неудобные места. Достаем кругляш и зажимаем в тиски и засверливаем в нем отверстие. Затем привожу в порядок на шлифовальном станке. Убираю все заусенцы. Добавляю немножко суперклея и вжимаю мебельную гайку с резьбой. Тиски тут отлично выручают. И первая заготовка готова. Беру кусок шпильки, зажимаю в тиски и сверлю отверстие. И цепляю на саморез шайбу от старого сломанного пистолет-герметика. Теперь собираем наш аппарат в единое целое. Деревянная шайба находится на краю тюбика герметика и крепится с помощью металлического хомута, то есть зажимаем ее. На выходе мы получаем быструю подачу герметика с помощью шуруповерта. Приспособа быстро снимается и переставляется на другой герметик. Возможно, вы скажете: бред, что за ерунда, да я лучше ручным пистолетом буду подавать герметик. Да, согласен, при условии, что вам надо всего лишь там одну планочку приклеить. Но представьте себе 70 листов 60 на 1,80 м, которые надо склеить с фанерой. Тут уже после первого листа рука отсохнет, а с шуруповертом работать намного быстрее. Для следующей идеи возьмем кусок фанеры, закинем на верстак и нанесем разметку. Я делаю 4 отрезка длиной 15 см, а шириной 2 по 4 и 2 по 4,5. Цепляю струбцины к столу и вырезаю при помощи лобзика. Да, лобзик Bosch, он аккумуляторный, у него практически нет вибраций и имеется подсветка, а глубина пропила составляет до 80 мм. Это, кстати, очень удобно. И, отрезав 4 брусочка, кидаю на стол и хочу убрать все заусенцы. Держать наждачку неудобно. Берем степлер и цепляем на пару скоб, прямо к столу. Им можно обрабатывать деталь.
Далее зажимаю две заготовки ступенькой в тиски, рассверливаю отверстие, меняю быстро оснастку и закручиваю на саморезы. И повторяю такой процесс со второй деталью. И буквально за 5-10 минут мы получили отличное приспособление, с помощью которого зажимать в тиски можно что угодно и не боясь, что испортим заготовку или даже ту же резьбу на шпильке. Такие приспособы в мастерской всегда пригодятся, а занимают мало места. Для следующей идеи нужен небольшой лист фанеры или ДСП, ОСП, что есть под рукой. Также воспользуюсь пластиковой крышкой от бочки, сделаю разметку и добавлю к диаметру круга еще по 5 см с каждого края и отрезаю прямоугольник. Обрисовываю окружность, но затем с помощью линейки увеличиваю круг буквально на сантиметр и вырезаю при помощи лобзика. Конструкция у нас будет складная, так как она будет около входа, и если будет мешаться, то всегда можно сложить и прижать к стенке. Убираю лишний кусок поддона, тут помогает мне аккумуляторная цепная пила Nanoblade. Она меня уже не раз выручает. Внутри окружности добавил поролона на скобы. И зафиксировал всю конструкцию к стене. Из крышки сделал обод. И все, теперь можно смело устанавливать мусорный мешок в приспособу и прижать пластиковым ободом. И поверьте мне, друзья, мусора в мастерской ох как много. При необходимости можно сложить механизм, чтобы не мешало при заносе материала, если прям понадобится много места. Так что вот так. Напишите в комментах, какая вам идея понравилась больше всего и почему, а что не зашло. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал, друзья, и жмите колокольчик. Впереди у нас много интересных идей. Всем спасибо, всем добра и пока-пока.